Приветствую! Начал новый видеокурс по вилкам E4.2. До этого я работал в версии E2.0. Есть видео на моем канале, видеокурс. Поэтому по ходу действия я буду делать некоторые сравнения и сравнивать я буду с версией 2.0. Долго думал, стоит ли повторяться, ведь уже есть видеокурс по вилкам E2.0. В итоге решил записать, но с несколько иным повествованием. Итак, начнем. После установки, при первом запуске вы увидите вот такое окно приветствия. Если у вас есть уже созданные дизайны вами, можете нажать «Открыть другие дизайны», откроется таким образом, и нужно выбрать, где у вас хранятся ваши дизайны. Либо нажать «Библиотека дизайнов», опять-таки, если у вас уже есть созданные вами дизайны, откроется вот такое окно, нужно выбрать, где хранятся ваши дизайны, вот таким образом будет отображаться. Можно нажать кнопочку «Домой», снова выйдем на вот это окно, либо нажать «Новый дизайн». Нажимаем «Новый дизайн» и переходим непосредственно в программу. Внешний вид несколько отличается от версии 2.0. Некоторые команды выведены в панель, и также некоторые команды перекочевали в другие менюшки. Это все я по ходу действия буду объяснять, но принцип создания объектов остался прежним. Правда, есть некоторые изменения, но об этом тоже я подробно расскажу. Панель инструментов слева. Здесь инструменты для создания и редактирования объектов. Сверху инструменты. Это заполнение, контуры, различные эффекты. Справа панели свернуты. Нужно нажать вот таким образом. И открываются нити, клипарты. Клипартами я никогда не пользовался. Список цвет объект. В некоторых программах называется диспетчер объектов. Здесь называется список цвет объект. Если нажать на вот этот пин Auto Hide, то вот эта панель скрываться не будет, свертываться. Так, вот эти нам нужно будет настроить однажды, и потом это все останется. Настраивается таким образом. За вот эту серую панельку надо вот так потянуть. Список цвет тоже потянуть. И теперь их... Так, вот эти нити мы закроем. Клипарты закроем. Присоединим сюда. Теперь список цвет объект присоединим сюда. Не так. Вот. Вот таким образом нужно настроить. Так удобно работать. Снизу панель цветов. Вот цветовая панель. Есть тоже несколько тут кнопок. Тоже объясню, как и что это все работает. Также здесь есть панель, подсказок. Информационная. Здесь показывается количество стежков. Сейчас у нас пустой дизайн. Какой инструмент выбран. Какой тип заполнения выбран. Также здесь будет подсказка. То есть нажмите левой кнопкой, правой кнопкой. Все панели можно двигать, настраивать. Допустим, вот так вытащить. Если, скажем, вы работаете на ноутбуке 15-дюймовым монитором, то места мало для работы. Можно эти скрывать, во-первых, право-слева. Также здесь можно все панели выдвигать. Нужно потянуть за эти три точечки. Не три, то есть много точек. И таким образом вытянуть. Можно пристыковать ее, допустим, снизу или сверху. Или в любое место. Настраиваете под себя. Также можно закрыть эту панель вообще. Нажимаем Close, если не нужна эта панель, допустим. Одним словом, можно менять рабочее пространство Workspace. Программа запомнит эту конфигурацию и при следующем запуске загружается с этими настройками. Да, к сожалению, здесь нельзя настроить несколько рабочих пространств и загружать по мере необходимости. Как, например, это реализовано
Photoshop или Illustrator или CorelDRAW. Вот. Также настраиваете вот здесь вот все параметры. Это я тоже все расскажу, как что настраивается. Бывает так, что пользователь сделал здесь какие-то настройки. Изменил, что-то изменил. Здесь что-то изменил. В общем, нажимал эффекты, здесь что-то поизменял. В итоге потом забыл, какие были вообще там настройки и что за что отвечает, как это все назад вернуть. Вот, допустим, закрыл параметры объекта, все это закрыл, здесь нету ничего. Случайно, скажем, вытянул что-то и панель какую-то и также закрыл, а также панель инструментов. Ну, допустим, вот так вот пользователь пытался настроить, поигрался с такими настройками, все повытаскивал, случайно нажал или намеренно все закрыл. Вот, допустим, у нас вот так вот выглядит все, непонятно. Пользователь перезагружает программу, перезагружает систему Windows и ничего не меняется. Покажу один раз, как это все изменить, все сбросить, так сказать, на заводские настройки. Покажу один раз. В дальнейшем, в других видео я это показывать не буду. Нам нужно закрыть Wacom. Теперь идем этот компьютер, диск C, Program Files, находим здесь папку Wacom, находим папку Embroidery Studio E4.2. Здесь открываем папку bin и ищем файлик revert.exe. Вот он у нас, revert.exe. Нажимаем правой кнопкой и выбираем запуск от имени администратора. Запускаем. Здесь выбираем, что мы хотим сбросить. Выберем все чекбоксы, отметим галочкой. И нажимаем ОК. Закрываем. И запускаем Wacom. Заново. Запускаем, ждем. Запуск производится довольно долго. Нажимаем новый дизайн. Все готово, все панели на месте. Все настройки сброшены по умолчанию. В каких случаях еще нужно делать данную процедуру? У меня было такое, например, что я ставлю точку, вот, ставлю точку сюда, а она смещается вот примерно там, ну, куда-то вот. То есть я даже нажимаю несколько раз в одно и то же место, а точка, ну, в общем, она как-то смещается и не получается вообще ничего сделать. Затем у меня было такое, что, допустим, я закончил, нажимаю Enter, и у меня вот левый верхний угол вот таким образом вот так вот смещалось. В общем, очень неудобно. В итоге я сделал сброс на заводские настройки, и все нормально заработало. Может, пользователи сталкивались с другими сбоями, глюками, так сказать. Пишите в комментариях. Интересно будет послушать, какие еще были проблемы. Настроив рабочее пространство, сделаем еще несколько настроек перед тем, как начать создавать дизайн. Нажмем вот эту кнопку «Настройки», «Параметры». Вот, находится вот здесь сверху «Параметры», нажимаем. И пока настроим мы только вкладку «Общие». Все остальные вкладки мы рассмотрим в дальнейших уроках. Обязательно все рассмотрим. Но пока настроим параметры на вкладке «Общие». В общем, первый – это автосохранение дизайна каждые 10 минут. Пускай остается 10 минут. Это значит, что программа сама автоматически будет каждые 10 минут делать автосохранение. Это нужно для того, чтобы не потерять всю свою работу. Иной раз сидишь, делаешь по 3, 4, 5, 6 часов какой-нибудь дизайн, и если произойдет какой-нибудь сбой, можно все потерять. Поэтому пускай будет 10 минут. Создавать резервную копию тоже оставим здесь. Показывать величины. В общем,
Здесь я ничего не меняю. Параметры объекта применить изменения сразу оставляем как есть, а вот здесь вот ближайшие соединения я убираю. Ближайшие соединения это, ну как сказать, любой дизайн, он состоит из объектов. И вот какое расстояние между объектами будет сделана протяжка, и программа сама выставит начало и выход, начальную точку и конечную точку. Ну, в общем, я убираю вот это ближайшее соединение, потому что я привык, и мне так удобнее. Я контролирую сам, в каком месте начнет вышивать объект, машина, а в каком месте закончит. Поэтому я убираю. Звук при нажатии кнопок я тоже убираю, потому что это раздражает. Заметили, наверное, вот до этого я нажимал левую и правую кнопку, и происходили звуки. Вот тоже убираю. Затем ставлю вот здесь курсор перекрестия, чтобы я всегда мог отследить, где находится в данный момент мой курсор. Показывать всплывающие изменения оставляем. Показать главный экран домой при запуске я обычно убираю. Это вот то, что при запуске Wacom там окошко открывается, и оно, ну, мне неудобно. Вставка вышивального объекта добавить в палитру. То есть, если вы вставите вот в этот файл, вот в этот документ какую-то новую вышивку с другими цветами, вот здесь будет либо подбирать из того, что есть, либо добавлять в палитру. Я выбираю добавить. Остальные здесь я ничего не меняю. Оставляю как есть. И нет, еще настроим просмотр дизайна, вот эту вкладку, без изменений. Я включаю сразу вот этот True View, как 3D вид. Отключаю контуры. Нет, вот это все оставляю без изменений. Нет, еще вот эту настроим. Сетка и направляющие. Сетка вот эта вот. Постоянно она не нужна. Я ее отключаю. Сетка отключить. Привязать к сетке по мере надобности. Я либо включаю, либо отключаю. Не всегда нужна вот эта привязка к сетке. И здесь показать линейки направляющие. Это вот эти вот линейки. Также можно создавать направляющие. Поставлю чекбокс, галочку в чекбокс привязать к направляющим. И оставляем вот это показать колонку C с направляющей. Это мы все оставляем. Нажимаем ОК. Вот, настройки сделаны. Еще одну настройку я делаю. Вот этот фон, он, ну, по моему мнению, он слишком светлый. Изменить фон. Нажимаем вот эту кнопку «Фон и цвета отображения». Здесь выбираем чистый цвет и выбираем здесь вот правка. Я ставлю где-то грей 25%. Нажимаю. Ну, это серый 25%. Нажимаем ОК, и вот такой цвет, он не напрягает глаза. На этом пока все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ну, соответственно, ставьте дизлайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!